Сиэтл, друзья. Мы приехали ночью, пришли в Сиэтл, вон город, даунтаун-центр. Завтра, скорее всего, я туда пойду. Ну, придет Port State Control завтра нас проверять, а там посмотрим по результатам. С горя пойдем или от счастья? Вон два стадиона. Один бейсбольный, второй футбольный. Там, кстати, какой-то матч сейчас проходит. Ну, зрителей не видно, но они там есть, потому что мы были в городе. Мой экипаж, часть, и видели, что там движуха происходит. Тут прогулочный катерок, очень как бы узкая гавань, и дальше вот уже терминал практически заканчивается. Есть несколько гентри еще впереди, но маленький терминал, там какая-то гора, пока не знаю, как называется, но титром, наверное, вставлю ее название, выясню. В общем, вот такие дела. Довольно прохладно здесь. Но это штат Вашингтон, и тут всегда так было. Ну, в смысле, зимой прохладно. Ночью вообще было свежо, когда мы швартовались, аж пришлось утепляться хорошо. Но, тем не менее, нормально, терпимо. Я вот в куртке и в шортах. Видите, по такой у нас прикид. Вообще, друзья, уникальнейший случай у нас происходит. Мы пришвартовались ночью в 5 утра. И до сих пор, вот сейчас 16:00, то есть день, не начались грузовые операции. Сказали, что начнутся в 18. Поэтому пол экипажа в городе, включая старшего помощника, это уникальная возможность для Старпома сходить в город, когда нет грузовых операций. Такое случается крайне редко. Но вот в Сиэтле, вот в этом Сиэтле, прекрасном городе, это произошло, и экипаж получил возможность сходить в город. Я закончил свои дела бумажные, потому что сегодня 30 ноября, месячный репорт. Закончил месячный, отчет, да, и собираюсь в город или завтра, или послезавтра. Стоим мы здесь 4 дня. Тоже очень долго для контейнеровоза, еще и в Штатах. Но в город мы обязательно сходим. Посмотрим, как будут происходить грузовые операции. Ну, в принципе, покажу вам город и все, что будет происходить интересного. Оставайтесь на связи, смотрите дальше. Буквально вот 10 минут назад у нас закончилась инспекция береговой охраны США, US Coast Guard, это местный Port State Control. Закончилась инспекция без замечаний, как обычно, когда мы проходим в Америке, в Штатах какие-то инспекции, у нас нету замечаний. И здесь нету вот этого вот формулировки вот этой вот, типа вашему пароходу 20 лет, мы должны что-то написать. Люди, инспектора, пришли 4 человека, проверили все и проверили соответствие со своим чек-листом, который, ну, как он международный чек-лист, как во всех инспекциях, они проверяют везде все одно и то же, фактически там с минимальными отклонениями, потому что у каждой страны, у каждого меморандума есть своя концентрированная компания, которая не нацелены там, на определенную проверку, да. То есть есть общая, есть еще какая-то индивидуальная, концентрированная в зависимости от меморандума. В Америке это они делают акцент на security. Допустим, сейчас мы когда проходили токийский меморандум, там делают акцент на балласт, на балласте, да, смена балласта, как ведутся балластные операции, как ведется лог, как работает ballast water treatment system и так далее и тому подобное. Проверили, замечаний нет. Экипаж, естественно, как всегда, подготовлен. Как бы я в экипаже уверен на 100%. Но что меня вот радует, да, что в отличие от цивилизованных стран, здесь нет вот этой вот формулировки вашему судну 20 лет, я должен что-то написать или меня начальник не поймет. Все, проверка прошла, судно в хорошем состоянии, все готово, все работает, все крутится, все функционирует, никаких проблем нет. Экипаж подготовлен, экипаж знает свои обязанности. Они, кстати, проверили обязанности некоторых, особенно что касается security. Вот. И не написали ни одного замечания, благополучно покинули борт судна. Мы их еще, кстати, даже накормили в благодарность. Ну, не то, что в благодарность, просто мы, как люди гостеприимные, мы всегда стараемся быть приветливыми. И, соответственно, что нам стоит, там, допустим, просто людям предоставить обед. Мы им предоставили обед, они нас благодарили. Мы, кстати, это сделали после того, как нам дали чистый рапорт, что у вас нет замечаний. Но мы и до этого как бы предложили. В общем, все хорошо, продолжаем работать дальше. Смотрите, в Штатах праздновали День Благодарения, и местная Siemens миссия принесла нам подарки, вот каждому плюс-минус вот такой комплект. Мне досталась шапка Seattle Mariners. Прикольная тема.
И вот таких 30 комплектов нам принесли. Классно. Заботятся о моряках. Пересдается до сих пор, смотри. Говорит. А этот довольный уезжает. 2 блокаута за утро. Он довольный. Домой еду. Провожаем, провожаем. Счастливого пути. Я вышел прогуляться по Сиэтлу. Ну, пока все довольно скучно. Пока я не дошел еще до даунтауна. Но такое все, тишина, спокойствие по сравнению с Ванкувером. Какую-то площадь нашел. Очень классно, что тут вот такая вот кирпичная архитектура. Дофига кирпичных домов. Смотрите, здесь. Здесь. Со всех сторон. Один кирпич. Прикольно смотрится. Пока вот иду гуляю, не дошел до центра, как я сказал. Но гораздо меньше бомжей, чем в Ванкувере. И меньше воняет травой. Может, что-то изменится дальше? Ну, пока так. Не, отменяем предыдущее сообщение. Я буквально 100 метров прошел, и все нормально. И запах появился, соответствующий контингент появился, так что все тоже стабильно. Посмотрите на эти джунгли каменные. Солнце пробивается где-то наверху. Вот тут я тут сижу в сквере, тут все в тени. Хотя вот с другой стороны там есть тоже солнышко где-то. В общем, если поискать, то можно найти. Плотненькая застроечка. Смотрите, туда наверх куда-то уходит. Вот набережная есть. Но людей маловато, потому что утро как бы. И поэтому немного. Думаю, что вечером здесь движняк есть. А там вот туда я пришел, где 2 стадиона. Вот арка такая. Starbucks. Но мы еще до самого первого Starbucks не дошли. И такая набережная. Не сильно большая. Посмотрим, что будет дальше. Местное колесо обозрения. Ну, по сравнению с Сингапуром, тут, конечно, оно ни о чем. Очень маленькая. Не знаю, какая высота. Но иду в интернете, ставлю титром. И сравню с сингапурским. Сейчас я туда подойду к нему. Я первый раз за очень долгое время прогулок никуда не спешу. Потому что у меня целый день. Даже в Ванкувере пришлось побегать. Ну, потому что там у нас был митинг во время аудита, поэтому пришлось возвращаться в 3 часа. А здесь у меня целый день, поэтому лишь бы батарея не села на телефоне. Пауэрбанк у меня, конечно, с собой есть. Только что был самым первым в мире в Старбаксе, вообще, в принципе, откуда он появился. Я, в Сиэтле, да, и первый самый Starbucks открылся именно в Сиэтле. И я вот только что посетил это заведение. Ну, простоял я в общей сложности от захода помещения до получения заказа 20 минут, что по меркам местного вот этого заведения считается очень быстро, потому что мне сказали, что можно простоять пару часов. Но так как я пришел рано утром в час дня, то все довольно быстро получилось, и вот у меня кофе, чашечка такая рождественская. На вкус это Starbucks, как и везде. Кофе не самого высокого качества, но тем не менее кофе легендарное, потому что во всем мире его пьют. И такой маркетинговый у них, конечно, отдел, или как маркетинг у них, конечно, работает офигенно. Все туда прутся, куча туристов. Хорошо, я успел до того, как приехало до пару автобусов туристов и туда завалилось. Так бы точно простоял пару часов. Стоит оно, в принципе, как и везде в мире, наверное. 400 миллилитров американо, $5, там 25 центов, по-моему, вышло. То есть, в Румынии я плачу у себя, там, где я живу, плюс-минус столько же. Так что, кофе, я же говорю, не самого высокого качества, поэтому, наверное, недорогое. А так, посетил, галочку поставил. Был в Сиэтле, посетил самый первый в мире Starbucks. Нет, все-таки очень спокойный город, посмотрите, это вот центр, недалеко, там в 2 кварталах от туристической улицы главной, и практически нет людей на улицах. А сейчас уже
ну, пол-второго дня. Как бы должны повыползать. Не знаю, где они все находятся, но никого нет. Даже вот насколько спокойный мне показался Ванкувер, но там туристов в разы больше. Здесь как-то, ну, совсем мало. Может, вечером будет движение, но сейчас днем вообще никого нет. Еще одна из достопримечательностей Сиэтла — это Space Needle Tower, вот такая башня. Высокая, естественно, я туда двигаюсь. Как я могу пропустить такое? Только вчера посмотрел пункт назначения последний, там, где было обрушение башни, и сегодня мы в такую башню будем залазить. Идем, сейчас будем покупать тикеты на Space Needle. Посмотрим почем. Думаю, что в районе где-то 40-50 будут стоить. Вот такой просто терминал стоит. Ну чё, давай посмотрим. Continue, Purchase. 69. Это Space Needle. Чихули Garden and Glass. Garden and Glass нам не надо, нам нужен только Space Needle. $49. Блин, можем мне купить пенсионный, плюс 65. Ладно, не будем обманывать из-за $5. Так, ага, надо время выбрать. А сколько сейчас? Не надо мне апгрейд, просто regular checkout. 51.45 с налогом. Ага, принт нельзя, давай digital туда. Скан QR-код. Ray, you wanna go by your own, Ray? No. Wow. Ну, залезли мы на самый верх, естественно. Такой вид тут, конечно, класс. С погодой еще повезло. Все видно. Весь Сиэтл как на ладони. Наши коллеги какие-то заезжают. Какой-то пароход. Норма вот там стоит. Вон под теми гентрями. Далеко. Вон она где ж. Это 10-кратный зум. Вид на даунтаун. Центр Сиэтла. Там где одни небоскребы. Оттуда мы только что пришли. Вон, видите, где колесо обозрения. Вот оттуда я только что пришел. Вот от тех двух стадионов я шел. И дошел. Слушайте, ну вид этот стоит $50. Не знаю, как вам. Мне очень нравится вот это. Повыше залезть, чтобы больнее падать. Лучше, чем в Ванкувере обзорная башня, на которой я был. Тут поприкольнее виды. И поприкольнее вот это. Смотрите, там еще какой-то музей. Сейчас мы туда тоже пойдем. Но здесь мне больше, честно говоря, нравится. Здесь поприкольнее, больше открытого пространства. И ну, я высоты как бы не боюсь. Но так ощущается ветер, что продувается. Прикольно. Советую. Смотрите, какие пауки на крыше. Прикольно сделана 3D картинка, как будто они реально живые. Не, ну круто же. Крутой вид. Выше всех небоскребов. Идем на вращающийся пол. Где-то вон там, мне сказали. Офигенный вид. Еще такое небо красивое, ты шо? Идем в музей поп-культуры, который находится в Сиэтле. Посмотрим. Такое что-то похоже на музей современного искусства, но это музей поп-культуры. Я когда-то был в похожем музее, но то был музей современного искусства Гукенхайма, который находится в Бильбао испанском. Посмотрим, что здесь интересного. Ну, по фотографиям должно быть интересно. О, да. Смотрите, сколько гитар. И барабаны там, и гитары. Здесь вот гитара Курт Кобейна. Fender. Какая-то Бонни, не знаю, кто это. Magic Sam тоже, без понятия. Смотрите, какая прикольная. Из кожи вышита. Это чехол. Здесь, смотрите, какая гитара. Капец. Давайте вовнутрь зайдем. Смотрите, какая гитара.
Но это разобранная она уже, конечно. Сколько они стоят, я не знаю. Может, они ничего не стоят? Да нет, ну что-то по-любому стоит. Смотрите на это чудо. Это тот самый костюм Бэтмена, который его захейтили, которого Джордж Клуни носил с сосками. Оп! Какой секси Бэтмен. Куртка полицейского из второго Терминатора. Та куртка, которую надевал Роберт Патрик, когда он играл Терминатора из жидкого металла. А это костюм Дарта Вейдера, который снимался в фильме. Именно его использовали в фильме. Сейчас он в музее находится. А рядом костюм Бейонсе, в котором она снималась в клипе Upgrade You, 2006 год. Такая локация, где можно посидеть, поиграть в игры. Такие инди-геймс. Много терминалов. Много пустых, ну потому что людей маловато, и это хорошо. Никто не мешается, не путается под ногами. Вон ребята сидят и катают во что-то. Вот прикольный павильон со множеством студий, где можно свои силы попробовать. Вот, например, на гитаре поиграть. Вот там кто-то на барабанах внутри играет. Народ с ума сходит. Вон для миксинга пульт стоит. Еще одна гитара. Там барабаны есть. Клавишные. Еще барабаны, но другие уже. Студия для миксинга. И там за поворотом, там девушка на клавишах играет. И за поворотом диджеевская установка для скретча. Там скретч я там чуть попробовал. И тут для ремиксов. Классная штука, прикольно, можно попробовать свои силы. Yes. What a load of garbage. Блин, вот это вот офигенная локация, конечно, с этими, с гитарами. Я там на барабанах поиграл, даже чуть-чуть какую-то мелодию набил. Круто, мне понравилось. Но это, конечно, вообще слепили такую, там где-то я прочитал, что 170, по-моему, инструментов использовано здесь. Что это за гитара? Какой-то Бо Дидли, не знаю, кто это. Вот этот мужчина играл на вот такой гитаре прямоугольной. Какая-то зона типа ужастиков. Трупы в мешках висят. Ну не страшно. Ну тут вообще все знакомые. Чаки, Джейсон. Это девочка, которая вечно из колодцев вылазит. Ганнибал Лектор, пожалуйста, доктор. Майкл Майерс. Вот это Пила. Этого я не знаю или не помню. Кэндимен, Фредди Крюгер. Вот, это этот, блин, тоже как тоже с гвоздями в голове. Да, все знакомы. Вот с Хэллоуина. Майкл Майерс. Его костюм. И Пила, наверное, из техасской резни бензопилой. Наш знакомый кореш из Резидента. Прикольно сделан. Это, наверное, ему наносили во время фильма. Костюм такой, надо ввести такие на пароход. Джейсон из Пятницы 13-го. Ну, ксеноморф, куда без него, куда без ксеноморфа. Ну, страшилище. Ходячие мертвецы смотрели? Оттуда эти персонажи. Оттуда головы.
Костюм из фильма «Ребенок Розмари». Рядышком стоит мистер Блейд, которого Снайпс играл, Уэсли. Плащик классный, я бы себе взял такой. Ну и ножик на камбус резать. Ну, это что-то по теме электромеханика, какие-то разъемы, какие-то переключатели. Из Франкенштейна. Электромеханик Франкенштейн. Смотрите, лицехват. В натуральную величину, как он выглядит в «Чужом». Какие-то спецэффекты, тут еще моргание. Вот такой скелетик на стене прикольный. Антуражненько. Узнаете персонажа? Т-800. Какой-то он нескладный, честно говоря. Фиг бы он кого победил. И курточка знаменитая его. Довольно большая экспозиция «Звездных войн». Звезда смерти. Очень много костюмов. Световые мечи, простые мечи. Даже вон чуть-чуть есть этих охотников за привидениями. Тут много, по «Звездным войнам» много сделали. Но оно, честно говоря, все какое-то такое деревянное. И видно, что такие дешевые костюмы на самом деле. Но тем не менее, интересно посмотреть, в чем снимались. Я думаю, что даже косплееры делают лучше костюмы, чем я вижу здесь. Помните Терминатора TX, которую, наверное, играла Кристана Локен в третьем Терминаторе? Вот это вот она. Стройная, как для Терминатора. Рядом стоит ниндзя-черепашка, правда, у него что-то там руки отваливаются. Старый, наверное. Судя по всему, Донателло. Вы узнаете, наверное, это оружие из трилогии «Властелина колец». Топор Гимли, меч короткий Фродо и длинный меч Арагорна. Ну и посох этого чародея, не помню, как его зовут. Вообще экспозиция фэнтези такая, не очень впечатляет. Вот единственное, что впечатлило, хорошо исполнено вот это оружие. А так довольно все. Ну вот еще тоже вот эти вот товарищи, не знаю, кто это. Чанг-Чи какие-то. Тоже нечеткие костюмчики. В общем, такой себе музей. Для разнообразия ничего. Сходить, посмотреть на поп-культуру. Но стоит оно 37,50. В общем, решать вам. Мне вот для одного раза нормально. Нормально. Но второй раз я бы туда не пошел. И поп-культура такая себе. Если такая у нас поп-культура, то мы в опасности. Лучше тогда рок-культура. Там, кстати, много экспозиций именно блюзовых, каких-то рокерских, типа Джимми Хендрикс. Но все такое, все old school. Ничего современного нет. И современного только Нирвана была. И все. А никаких современных больше групп нету. Такая олдскульная поп-культура. Ну и костюмы, видно, что сделаны не очень качественно и дешево. Короче, на один раз нормально, второй раз уже я бы не пошел. Слушайте, народ, вот вы что предпочитаете в другой стране? Я предпочитаю стритфуд. Как-то в Ванкувере вот сейчас были в ресторане. Ну, такое среднее. Ну вот. А сейчас и здесь, в Сиэтле, решил просто на дороге остановиться. Зашел какой-то вон фалафель Кинг. Ну, в принципе, нормально, сносно. Вот такая вот, не знаю, что это называется. Биф шаварма. Ну, типа, на тарелке, не завернутая. Стоит $20 почти. Смотрите, пока китайцы в своих портах водят электрички, чтобы не загрязнять атмосферу, американцы продолжают использовать капотные грузовики с расходом 800 литров в секунду. И как бы им пофиг, наверное, на то, что тут кто-то борется за какую-то экологию. Нормально мы вон
такие вот грузовички запускаем. Причем они даже вон с кабиной с какой-то для ночевки. Как бы по барабану народу. Что вы там боретесь за экологию? Кто такая Грета Турнберг? И так далее. Мы используем свою американскую технику. И нам все равно. Ну, честно говоря, в их защиту хочется сказать, что не замечал я какой-то дичайший выхлоп из-за выхлопной системы этих тягачей. Но вот чисто логически подумать, да, вот, кстати, наверное, это Volvo едет, то такой тягач, не может иметь маленький расход. Он сам по себе как бы тяжелый.